Приветствую всех! В этом видео я покажу, как адаптировать подрулевой джойстик или кнопки на руле автомобиля для управления нештатной магнитолой. А еще я расскажу, почему у меня бомбит от магнитол Pioneer. Поехали! Прежде всего хочу сказать, что данное видео будет полезно для тех, у кого в автомобиле применяется резистивное управление магнитолой. Это означает, что вы сможете сохранить удобные мультимедийные кнопки на руле или джойстике и при этом обойтись без дорогущих адаптеров, которые иногда стоят как сам магнитофон. Более точно узнать о способе управления штатной магнитолой в вашем авто вы можете у дилера или на профильных форумах. Кроме этого, нужно проверить, поддерживает ли будущее или нынешняя нештатная магнитола проводное дистанционное управление. К примеру, у магнитол Sony и Pioneer выглядит как обычный мини-джек 3,5 мм. Для адаптации понадобится один подстроечный резистор от 0 до 100 кОм, штук 5 резисторов постоянных, штекер 3,5 мм, пара штырьков, мультиметр и базовые навыки владения паяльником. Сначала припаиваем к мини-джеку два провода со штырьками, чтобы можно было использовать штатную проводку авто, и подключаем этот адаптер к магнитоле. Теперь нужно разобрать джойстик. Видео об этом по ссылке в подсказке и в описании. На плате выпаиваем штатные резисторы и припаиваем подстроечный резистор, таким образом, чтобы мы могли менять сопротивление любой одной кнопки. Теперь перемещаемся в автомобиль и подключаем нашу конструкцию. Изменяя сопротивление на резисторе, можно определить, какое значение соответствует той или иной кнопке. Полученные значения заносим в таблицу. После этого подбираем резисторы согласно таблице и припаиваем их на старые места. Проверяем схему после пайки. Для магнитолы Pioneer 560BT, как и для большинства магнитол Pioneer и Sony, значение в таблице вы сейчас видите на экране. В новой серии магнитол, которая относится к модели X380BT, обзоры и отзыв в подсказке и в описании, а также X580BT, компания Pioneer подложила поклонникам, мягко говоря, свинью. И выражается это в том, что предыдущая переделка больше не работает, и скорее всего купленный вами фирменный адаптер тоже окажется бесполезен. Значение для кнопок новой магнитолы, которые мне удалось определить, вы опять-таки видите в таблице. Да, найти значение для кнопок громкости мне не удалось. Если у вас получится, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Вторая свинья за день от Pioneer. Не работает переключение треков при проигрывании по Bluetooth. Вам так скажу я, какого х переключение частот в режиме радио работает с кнопок из пульта, а переключение песен только с кнопок магнитолы и не работает с пульта. Это фейл, господа. И в скором будущем я вообще откажусь от магнитол Pioneer, потому что из двух моделей, которые у меня были, в двух какие-то косяки с функционалом. Или это мне так не везет, или солидная контора положила не менее солидный болт на качество, я не знаю. Свои отзывы по поводу качества магнитол Pioneer, а также свои рекомендации по поводу выбора следующей модели другого производителя напишите мне в комментариях. Я все читаю и всем отвечаю. А у меня на этом все. В следующем видео я расскажу, как сделать адаптер Pioneer Ford с помощью ножа и скотча. Всем огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Удачи на дороге. Пока!